Винсент Вильям ван Гог родился 30 марта 1853 года в деревушке Грот-Зюндерт на юге Нидерландов и был старшим из 6 детей. Его отец Теодорус ван Гог был потомственным пастором реформатской церкви, а мать Анна Корнелия Карбентус была дочерью почтенного переплетчика и продавца книг из Гааги. В семье Винсент был трудным и непослушным ребенком, за что его часто наказывали. Вне дома же, наоборот, вел себя тихо и скромно, и односельчане считали его милым и дружелюбным ребенком. К сожалению, о детском периоде жизни Ван Гога известно немного. В 7 лет он пошел в деревенскую школу, но через год по неизвестным причинам его оттуда забрали, и его стала обучать дома гувернантка. В 11-летнем возрасте его отправили в школу-интернат в городок Зевенберген, находившийся в 20 километрах от родного дома. Позднее он 2 года учился в колледже Вильяма II в Тилбурге. Винсенту хорошо давались иностранные языки – французский, английский и немецкий. В колледже он также получил первые уроки рисования. В возрасте 15 лет Ван Гог посреди учебного года внезапно бросил учебу. В дальнейшем о своем детстве он вспоминал так: «Мое детство было мрачным, холодным и пустым». В 16 лет юноша устроился в гаагский филиал крупной фирмы «Гупиль», занимающейся продажей предметов искусства. И вскоре за хорошую работу и любознательность его направили в лондонский филиал этой фирмы. За 2 года, которые Винсент пробыл в Лондоне, он стал настоящим знатоком гравюр английских мастеров, посетил множество художественных галерей и музеев, а также открыл для себя таких английских писателей, как Джордж Элиот и Чарльз Диккенс. Ван Гога ожидала блестящая карьера. Его пригласили в центральное отделение фирмы «Гупиль» в Париже. Однако Винсент охладел к своей работе. Ему перестали нравиться картины, которые он продавал, и спустя год, проведенный в Париже, 23-летний Ван Гог покинул компанию «Гупиль». В этот период времени у Ван Гога появились мысли о своем религиозном призвании, и в 1877 году он даже поступил на факультет теологии в Амстердаме, а 2 года спустя приступил к обязанностям приходского священника в шахтерской деревне Васмес в Бельгии. Винсент сочувствовал тяжелым рабочим условиям шахтеров. Как духовный наставник он старался изо всех сил облегчить их тяжелую жизнь. Его альтруистические побуждения обрели достаточно фанатичный характер, и Винсент начал отдавать большую часть своей еды и одежды наиболее страждущим своим подопечным. Несмотря на эти благородные намерения, представители церкви выразили свое явное неодобрение аскетизма Ван Гога и сняли его с должности. Винсент не захотел покидать эту область и переехал в ближайшую деревню и остался там жить в полной нищете. Это было то самое время, когда Ван Гог начал рисовать шахтеров и их семьи, запечатлевая ужасные условия, в которых они жили. Так он, наконец, нашел свое призвание – быть художником. В 1880 году, в возрасте 27 лет, Ван Гог уехал в Брюссель, где начал посещать занятия в Королевской академии изящных искусств. Однако через год бросил учебу. Он посчитал, что художнику вовсе не обязательно иметь талант. Главное, много и усердно трудиться. Поэтому он продолжил занятия самостоятельно. Переехав в Гаагу, будущий художник стал изучать жизнь города, и особенно бедных кварталов. Добиваясь интересного и удивительного цвета в своих работах, он иногда прибегал к смешению различных техник рисования – мела, пера, сепии и акварели. В Гааге художник сделал попытку создать семью. Он познакомился с одинокой беременной женщиной по имени Христин. Движимый сочувствием к ее положению, художник предложил ей переехать к нему. Однако у Христин оказался тяжелый характер. Семейная жизнь превратилась в кошмар, и вскоре они расстались. Горечь одиночества отправила художника в провинцию Дренте, на север Нидерландов. Там он посвятил себя живописи, оборудовав свою хижину под мастерскую. Отсутствие академического образования сильно сказывалось на его рисунках. Например, он не мог реалистично изобразить человеческую фигуру. Это хорошо видно в работе «Крестьянин и крестьянка, сажающие картофель». В основном, главная тематика его картин голландского периода – это простые люди и сцены, написанные в экспрессивной манере с преобладанием темной палитры, мрачных и глухих тонов. К шедеврам этого периода относится картина «Едоки картофеля», изображающая сцену из жизни крестьян.
После долгих раздумий Винсент принял решение переехать в Париж. В этот период происходило становление импрессионизма как отдельного вида искусства. Академическая живопись была больше не актуальна, а во главу угла ставилось первое впечатление, чистые цвета, предпочтение отдавалось живописи на пленэре, то есть на открытом воздухе. На Ван Гога это произвело огромное впечатление. У него сформировался новый взгляд на живопись. Он искал новые техники и изучал тенденции современной живописи. В Париже он познакомился с Камилем Писаро, Полем Гогеном, Клодом Моне, Пьером Агюстом Ренуаром и другими не менее известными художниками. Его палитра постепенно стала светлеть и становиться ярче. Трансформация цвета Ван Гога хорошо видна в работах Агостино Сигатори в кафе «Тамбурин» и вид на Париж из квартиры Тео на улице Лепик. И тут напрашивается вопрос, а на какие, собственно, деньги он покупал еду, одежду, краски, холсты, снимал жилье? Ведь он нигде не работал. Ответ прост. Его младший брат Тео сделал хорошую карьеру в той же компании Гупиль, из которой в свое время ушел Винсент. Он стал преуспевающим человеком и смог обеспечить Ван Гогу беспечное существование, позволяющее ему не работать и заниматься только творчеством. Забегая вперед, скажем, что Тео спонсировал Винсента до конца его жизни. Такие вот дела. Несмотря на творческий рост Ван Гога, публика по-прежнему не воспринимала и не покупала его картины, что весьма болезненно им воспринималось. К 35 годам художник решил покинуть Париж и перебрался на юго-восток Франции, в город Арль, где намеревался создать так называемую Южную мастерскую, своеобразное братство художников-единомышленников, работающих для будущих поколений. Там он окончательно определился в своей художественной стилистике. В своих письмах Ван Гог писал: «Вместо того, чтобы пытаться точно изобразить то, что находится перед глазами, я использую цвет более произвольно, так, чтобы наиболее полно выразить себя». В этом же 1888 году в Арль по приглашению Ван Гога приехал Поль Гоген, чтобы обсудить с ним идею создания Южной мастерской. Однако мирное обсуждение очень быстро переросло в конфликты и ссоры, так как характеры у обоих художников были, как говорится, не сахар. После очередной словесной перебранки Гоген отправился на вечернюю прогулку и вдруг услышал у себя за спиной тяжелое дыхание и неровные шаги. Обернувшись, он увидел Ван Гога с открытой бритвой в руке. Неизвестно, что творилось в тот момент в голове Ван Гога, но под взглядом Гогена он просто развернулся и ушел. Напуганный и расстроенный Гоген решил не возвращаться в дом Ван Гога и переночевал в городской гостинице. Предоставленный же самому себе Винсент отправился домой и той же бритвой отрезал себе кусок уха, завернул его в кусок ткани и отнес в находящийся неподалеку бордель. Там он вручил сверток своей знакомой по имени Рошель, которая при виде содержимого этого свертка упала в обморок. После случившегося Винсента отвезли в психиатрическую лечебницу, где поместили в палату для буйных больных. Гоген же, не навестив Ван Гога в больнице, поспешно покинул Арль. Немного придя в себя, в январе 1889 года Ван Гог написал два своих знаменитых автопортрета с отрезанным ухом. В периоды ремиссии художника отпускали назад в мастерскую, чтобы он мог продолжать работу. Однако жители протестовали против рыжего безумца, бродившего на улицах их добропорядочного городка. Они написали заявление мэру города с просьбой изолировать сумасшедшего художника от остальных жителей. И Ван Гогу было предложено отправиться в больницу для душевнобольных Сен-Поль, неподалеку от Арля. Там он прожил год, неустанно работая над новыми картинами. За это время им было создано более 150 картин. Именно в этот период Ван Гогом была написана одна из его самых знаменитых картин «Звездная ночь». Весной 1890 года художник перебрался в пригород Парижа, небольшой городок Авер-сюр-Уаз, где продолжил писать. Главное место в его творчестве стал занимать прихотливо искривленный контур, словно зажимающий собой тот или иной предмет, как в знаменитой картине «Пейзаж в Авере после дождя». В июле того же года Ван Гог написал свою знаменитую картину «Пшеничное поле с воронами». А через несколько дней, выйдя на прогулку с материалами для рисования, художник выстрелил себе в область сердца из револьвера, купленного для отпугивания птичьих стай, мешающих ему писать картины. Однако пуля прошла ниже, и благодаря этому он самостоятельно смог добраться до гостиницы, где снимал номер. До сих пор остается загадкой, намеренно ли он выстрелил себе в грудь, или же это была нелепая случайность. Да и он ли вообще стрелял? 29 июля 1890 года, спустя
спустя 29 часов после ранения 37-летний Винсент Ван Гог скончался от потери крови. Последнее, что он сказал перед смертью: «Печаль будет длиться вечно». Винсент Ван Гог – знаменитый художник-постимпрессионист, чьи работы оказали сильнейшее влияние на живопись 20 века, при жизни был практически обойден вниманием критиков. За 10 с небольшим лет он создал более 2000 произведений, среди которых портреты, автопортреты, пейзажи и натюрморты. К концу жизни Винсент писал очень быстро. Свою картину от начала до конца он мог закончить за 2 часа, однако при этом он всегда цитировал любимое выражение американского художника Джеймса Уистлера: «Я сделал это в 2 часа, но работал годами, чтобы сделать в эти 2 часа что-нибудь стоящее». Непопулярному при жизни художнику принадлежит одна из самых коротких творческих карьер в истории искусства. Она продолжалась только 10 лет, но объем его наследия удивителен. Сохранилось почти 900 его рисунков и более 8 сотен живописных полотен. К сожалению, из всего этого многообразия за свою недолгую жизнь Ван Гогу удалось продать всего лишь 14 собственных картин. Личность Винсента Ван Гога интересная и загадочная, и многие события в его жизни до сих пор остаются тайной. Ван Гог посвятил себя искусству, и оно поглотило его всецело. Общество не принимало его, но любовь к человечеству жила в его сердце всегда. Ван Гог писал: «То, над чем я сейчас работаю, должно найти себе продолжение не сразу и не сейчас. Но ведь найдутся же некоторые, которые также верят во все, что правдиво. А что значат отдельные личности? Я ощущаю это так сильно, что склонен историю человечества отождествлять с историей хлеба. Если не посеять в землю, то что же тогда молотить?» Это была история Винсента Ван Гога. Вы на канале Short History. Друзья, чтобы ролики выходили чаще, нам очень нужна ваша финансовая поддержка. Оформить спонсорскую подписку, а также прислать нам любую сумму можно по ссылкам в описании к ролику. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски наших коротких историй. Ставьте лайки, жмите колокольчик, пишите комментарии. Будьте с нами.